Всем привет! Сбылась наша давняя мечта. Купили робот-пылесос. Долго выбирали и выбрали, на наш взгляд, лучший из своей ценовой категории. Выплюнь. Робот-пылесос фирмы Xiaomi Robot Vacuum Mop Essential. Робот-пылесос с функцией влажной уборки. Пользуемся им уже почти месяц. В этом видео расскажем все плюсы и минусы. Вот, собственно, что происходит на этом порожке. Для начала давайте посмотрим, что нам обещает производитель. Универсальное устройство для очистки и мытья пола. Мощность всасывания 2200 паскалей. Хорошая. Различные режимы чистки. Автоматический возврат на зарядную станцию. Классная опция, покажем это в видео. Защита от падений и от столкновений. Высота 8,3 см. Замечательная, отлично заезжает под диван. В этом видео все покажем. Преодолевает препятствия 1,7 см. Тоже в этом видео будут пороги, которые он может преодолеть, будут пороги, которые он не в состоянии преодолеть. И есть приложение для управления роботом-пылесосом. Итак, давайте посмотрим, что же входит в комплект робота-пылесоса Xiaomi Vacuum Mop Essential. Инструкция, в том числе есть на русском языке, сможете просто разобраться. Непосредственно сам робот-пылесос. Такой он нелегкий, но это хорошо. Сильнее его будет прижимать к полу. Зарядная станция с функцией автоматического возврата робота-пылесоса на нее. Качество сборки пылесоса хорошее, приятный на вид, удобный в эксплуатации. Все очень эргономично, можно открывать, менять одной рукой. Внутри пылесоса находится контейнер для воды и контейнер для пыли. То есть вот этот открываете резервуар с водой и наливаете воду для влажной уборки. Также он же является контейнером для пыли. После каждого цикла уборки рекомендуется его чистить. Нам этого контейнера хватает, чтобы убрать всю квартиру площадью 44 метра. Контейнер сделан хитро, функционально, не переживайте. Вода с пылью не смешается в верхней части вода, в нижней части будет собираться пыль. Все очень продумано. Фильтр также легко достается и либо чистится, либо меняется. Все просто. В комплекте с роботом-пылесосом идет такая насадка для мытья пола. Если вы хотите произвести влажную уборку, то ее устанавливаете. Если нет, то не устанавливайте, и пылесос делает просто сухую уборку. То есть робот-пылесос сам понимает, если установлена насадка, он будет подавать воду. Если нет, воду подавать не будет, будет производиться сухая уборка. Насадка очень легко устанавливается, то есть также ее можно одной рукой спокойно туда вставляете. Сама тряпка для мытья пола на удобных липучках легко снимается и при необходимости моется и одевается обратно. Лайфхак: если хотите, чтобы влажная уборка начиналась с 1 метра, то намочите эту тряпку перед ее установкой на насадку. Тогда вам не придется ждать, пока вода сквозь нее пройдет. Мы будем делать влажную уборку, поэтому наливаем воду в контейнер для воды. Открываем специальную заглушку, немножко наклоняете этим углом вверх и наливаете до полного. Ну, в принципе, нам на всю квартиру хватит и половины, но я налил полный. Устанавливаем контейнер с водой в пылесос. Пылесос сообщает нам сразу, что он готов. Закрываем крышку. Перед первым пуском пылесоса рекомендуется зарядить его до полного. Чтобы понять, заряжен ли он до полного, посмотрите на цвет индикатора. Если моргает бело-голубым, значит он заряжен. Запустить пылесос можно либо через приложение, либо самый простой способ — это нажать кнопку старта. И пылесос сразу включается в работу. Сейчас посмотрим. Развернулся и погнал. Достаточно шустрый. Вот здесь, видимо, сработала штора. То есть он увидел штору
и начал ее обходить. Шторы мы сначала поднимали, но потом поняли, что до конца он их все равно не засасывает и не останавливается. То есть вот шторы такой длины ему не мешают. Единственное, он их объезжает. Если хотите, чтобы поближе к стене проехал, ну, шторы лучше тогда поднять. Так он вот потыкается. Усиливает мощность, слышите, громче стал звучать. Это когда он чувствует, например, штору или едет по ковру. Дальше будет он пылесосить ковер, увидите вот это усиление мощности. Ну, это полезная, на мой взгляд, функция. Ковер пылесосить и нужно сильнее. Со шторами, конечно, лучше бы не включалась эта функция, но наши шторы он не засасывает. Ну, ездит достаточно интересно. Так. Поехал обратно. Вот. Поверхность влажная, то есть, конечно, нельзя сказать, что он полноценно как-то с силой ее трет, но, по крайней мере, пыль убирает, я думаю, и квартиру увлажняет. При работе он рисует карту, но, правда, как пишут отзывы в интернете, эта карта у него каждый раз обновляется, то есть он ее не запоминает. Он один раз ее рисует, может вернуться на зарядную станцию, но по прошествии времени он ее не запоминает, и при следующем запуске он начнет ее рисовать сначала. Не знаю, это, видимо, какая-то особенность этих пылесосов. Может быть, как-то можно победить эту проблему. Если кто-то знает как, пишите в комментариях, интересно. А так ездит достаточно аккуратно. Единственное, стулья лучше убирать. Он их, конечно, объезжает, но без них пропылесосить более тщательно. Вот иногда он видит препятствие, медленно в него стукается, но иногда бывает на полном ходу. Сейчас покажем дальше, когда он войдет в работу. Вот как, например, сейчас. Он врезался в него достаточно хорошо. Сейчас замедлился почему-то, но, может быть, увидел препятствие, есть у него сенсоры спереди, и сейчас аккуратненько. Так, вещь очень нам нравится, полезная, ну и просто весело за ним наблюдать. Единственное, вот провода лучше убирать во избежание того, чтобы он их не засосал внутрь. Поэтому все, что у вас есть на полу, провода, ну, всякие там тапочки, вот, например, для эксперимента. Сейчас положим на его пути тапочек, посмотрим, что он с ним будет делать. А, он его сдвигает. Ну, молодец. А, и усилил мощность. То есть он понял, что какое-то препятствие. Но единственное, он может помешать, и это место он не пропылесосит достаточно тщательно. Вот под стул тоже иногда заезжает, иногда объезжает мимо. Тапок. Ну, тапок он теперь воспринимает как препятствие, пытается его объехать, ну, в принципе, оттолкал. Тапки помехой большой, получается, не являются. А вот такой забавный зверек, так как карту он все-таки рисует, поэтому он понимает места, где он был, а где он не был. Вот сейчас врезался. Вот здесь почему-то он не увидел. Но, видимо, тонкая кромка, и не все препятствия он видит. О, под тумбочку залез. Сейчас посмотрим, как будет из нее вылезать. Ну, методом тыка. Вылез, заодно и все пропылесосил под ней. Сейчас, наверное, врежется сильно, мне кажется. Ну вот, аж тумбочка пошатнулась, поэтому иногда врезается он достаточно резко. Если нажать на кнопку запуска при его работе, то он встает на паузу. То есть, например, понимаете, что он подъезжает к следующей комнате, где у вас там еще на полу что-нибудь разбросано, то лучше его поставить, нажать на паузу, убрать в комнате и запустить опять же этой кнопкой дальше. Первый порожек небольшой, где-то
5-7 мм. Он его преодолевает достаточно хорошо. Немножко на нем шатается, но преодолевает. На наш взгляд, классная модель, полностью стоит своих денег. Стоит в районе 12-13 тысяч рублей, в зависимости от времени покупки, от акций различных магазинов. Ссылка для выгодной покупки этого пылесоса будет в описании под видео. Сейчас покажу, почему ванную мы пылесосим вручную. Запускаем нашего зверя. Высота порожка где-то 2,5 сантиметра. Плюс там коврик такой легкий лежит. Легкие коврики не очень ему нравятся, он их засасывает, цепляет. И вот с этим порожком могут быть у него проблемы. Вот видите, то есть коврики такого типа лучше убирать. Ну ладно, не будем мучить. Выплюнь, все. Убрал коврик, здесь попылесосит. Кафель пылесосит отлично. Если бы не этот порожек, который сейчас увидите, что происходит с ним. Но можно его, в принципе, закинуть в ванную комнату и закрыть дверь. Тогда он его попылесосить, а потом достать. Просится наружу. Сейчас выпустим. Вот он попылесосил ванную комнату. Теперь ищет выход. Так как дверь была закрыта, то он не мог выйти. Ну вот, собственно, что происходит на этом порожке. Высота порожка где-то 2,5-3 сантиметра. Он на него залезает, а перепрыгнуть не может. Ну и вот в такой беспомощной позиции он будет болтаться, ну либо пытаться выехать взад-вперед. Но пока мы не видели, чтобы он выезжал. Хотя нет, выехал. Первый раз. Чудо. Ну, поэтому, может быть, он и сможет выезжать из ванной комнаты сам. Но не регулярно. Даже под обувную этажерку отлично заезжает. Если обувь приподнять, то он все почистит под ней. Молодец. Но стукается ощутимо. Иногда прям с разгону страшно за мебель. Но вроде пока ничего не повредил. То есть стукается сильно. Буду бить сильно, но аккуратно, сказал Xiaomi. Хорошо проезжает между ножек, даже там, где расстояние вот впритык, он все равно, как правило, между ними проезжает и по кругу так как красиво объезжает. Вот. Сейчас попробую с другой стороны, но он все равно рано или поздно он туда заедет. Аккуратненько так рядом с ножкой прошел и заехал под столик. Молодец, хороший робот-пылесос. Отличная покупка, я считаю, ни разу не пожалели. Заинтриговало умение пылесоса Xiaomi перепрыгивать пороги. Смотрим, перепрыгнул. Ну, то есть с разгона он может все-таки взять 2,5 сантиметра. Управляя роботом-пылесосом через приложение, вы можете регулировать его значение мощности и подачи воды по умолчанию. То есть в базовом режиме он включает дополнительную мощность только когда едет по ковровому покрытию. Через приложение можете добавить ее на постоянной основе. Также с подачей воды. В базовом режиме она стоит у него на среднем значении. Но через приложение можно увеличить и поставить ее на максимальное. Из-за ширины не везде пролезает. Поэтому приходится за ним иногда допылесошивать. Ну, почти. Вот 2,5 сантиметра порог дается не всегда ему. Первая попытка не удалась, вторая пошла, ползет. Усами шевелит, повис. Но посмотрим. В прошлый раз он в конце концов переполз его. Так. Разворачивается. Гудит, усами шевелит.
Что-то на этот раз пошло не так. Включил максимальную мощность, судя по всему. Ну, жалко его, поможем. Давай еще раз пробуй. Опять повис. Ну, в общем, некоторые помещения вполне возможно проще пропылесосить классическим пылесосом. Кресло аж подвинуло. Повис на кресле. Не рассчитал свои силы. Но нет, пытается слезть. Слез. Молодец. Вы можете в любой момент отправить его обратно на зарядную станцию. Для этого достаточно нажать ему кнопку «Домик», и он будет искать зарядную станцию. Но почему-то пока не в ту сторону это делает. Как правило, он всегда возвращается сам на зарядку, и после нажатия этой клавиши он все-таки ее находит. Подкрадывается к ней потихоньку. Сейчас посмотрим, как будет на нее вставать. А здесь уже молодец, не торопится. То есть не с разгону на нее запрыгивает. Так аккуратненько. Стал на зарядку, рекомендует его почистить, набрать воду. Мы пропылесосили всю квартиру пылесосом Xiaomi Robot Vacuum Mop Essential. Сейчас посмотрим, много ли собралось пыли. До этого пылесосили 3 дня назад. Достаем контейнер. Вода ушла почти вся, но это потому, что по некоторым местам робот проехал дважды, когда я снимал видео. Открываем контейнер с пылью. Вот столько собрал пыли. Но неплохо. За 3 дня, каждые 3 дня пылесосить не будешь. А робота запускать все-таки несложно. По нашему мнению, робот-пылесос такая же важная часть бытовой техники, как стиральная машина, посудомоечные машины. И со временем они будут в каждом доме. Своей покупкой мы очень довольны. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.